Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз – это лишь карты и не могут служить они для принятия важных решений. Но я так думаю, если мы призовем на помощь интуицию, мы обязательно какой-то свой инсайт получим. Окончание августа очень важное время, потому что много планет в ретроградности. И если с 21 по 27 августа у нас 5 планет в ретроградности, ну, с учетом Меркурия, который войдет 23-го, то есть 5 планет мы говорим. Так вот, 28-го присоединится в ретро-движении еще и Уран. А Уран это всегда, знаете, мы, по крайней мере, так относимся, что это ломка какого-то идет шаблона, какая-то система кардинальным образом пересматривается. Но хоть и говорят планета-разрушитель, я ее всегда воспринимаю, что это, знаете, это какой-то прежний порядок, он как будто отходит. А пространство и Вселенная нам словно небесным таким ускорителем, ну, дает фору немножко вперед, что мы с чем-то мы окончательно определились, и какое-то, может быть, прошлое окончательно проводили. Кто знает, ведь последующий период, буквально начало сентября, и будет такая дата с 3 по 4, когда Венера будет выходить из ретро-движения, а Юпитер будет в ретро-движение входить. И здесь, в зависимости от региона, могут быть часы какие-то, когда все эти планеты вместе будут в ретро-движении, и с учетом еще и Урана в итоге 7 планет в ретро-движении. И что-то знаменательно важное может произойти в течение этих как и 2 дней, так и где-то это могут быть события до того за несколько дней или днями позже. Это могут быть изменения нашего мировоззрения, это могут быть и геополитические события. Быть гибким и меняться под влиянием обстоятельств будет очень важным. Какие-то страхи свои преодолеть. Быть максимально открытым всему, что ранее казалось странным, неправильным, каким-то противоречивым. Или были какие-то одни устоявшиеся принципы, а вот здесь вот у нас происходят неизбежные перемены. В последующем я сделаю видео как раз на период с сентября по 31 декабря, потому что 2 планеты Юпитер и Уран останутся в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И это будет затрагивать в целом благополучие, нашу сферу отношений, любви и денег. Ну, давайте узнаем, что до конца августа думают карты для вас, мои дорогие близнецы. И мы спросим, первую карту достанем. Что завершится в моей жизни или что уйдет окончательно? А что придет или что нового будет в моей жизни? Какие неожиданности могут произойти до конца августа? Что меня будет радовать? Какие будут радостные события? Или что мне будет помогать? А что мне может помешать? И мы достанем 3 карты. Возможно, это 3 каких-то разных события. Или 3 сферы жизни. Или одно событие, которое как-то в нескольких номинациях, да, или 3 события мелких, которые так или иначе взаимосвязаны. Вот давайте мы узнаем, что же завершится. По карте умеренности вообще прекрасный старший аркан, но часто он говорит о том, что какая-то история была словно растянута. У кого-то на месяц, а у кого-то, может быть, и на годы, и такое проигрывается. Но это то, что называем обстоятельствами, поскольку, повторюсь, старший аркан – это то, что от нас не зависит. И вот то, видимо, что в вашей жизни какое-то длительное время все никак не могло завершиться. Или словно по какой-то паузе непонятной растягивалась на длительный период, а здесь это как будто завершается. Надо сказать, ведь если по этой карте у нас идет гармония в душе, знаете, ну, где-то нега, больше расслабленности, и вот это как будто проигрывающая сила, как будто это уходит, значит, скучать вам будет некогда. Больше будет динамики у вас до конца августа, а кто знает, может быть, вообще какие-то такие перемены, когда
С каждым днем какие-то новые события, новые новости приходят, и вам тоже где-то придется уже словно менять самого себя. Давайте мы откроем следующую карту, что же нового войдет. Да точно войдет, и перемены войдут. Посмотрите, туз жезлов. Вообще, это когда мы ищем какой-то выход, и мы его находим, так иногда тоже проигрывается. Но чаще всего это еще и дополняется, что словно какая-то возможность у нас появляется. Вот как этот туз с жезлом. Нам показаны руки и сам по себе жезл. Словно магия какая-то, магия возможности. И значит, для кого-то правда будет какая-то история завершаться, открывая перед вами новые перспективы к радости, к удаче, к вдохновению, к осуществлению того, что вы всегда хотели, но, может быть, не было возможности совершить, или не было возможности завершить что-то, и от этого вы не могли идти дальше. Определенно, это может быть как ваше какое-то важное решение, либо обстоятельства жизни вас к чему-то подталкивают, или если вы что-то долгое время ожидали, бумагу, подписание документа, решение какого-то вопроса, как будто будет решение, скорее всего, до конца августа. Что-то, какая-то конкретика в вашей жизни, мои дорогие близнецы, точно появляется. Давайте неожиданности. Мало что конкретика появляется, так вот из этого жезла одного у вас 3 жезла. И это всегда карта вдохновения, новых перспектив. Когда 5 минут до старта, вот этот прыжок, наверное, скачок квантовый, который мы можем осуществить. Правда, не побоюсь за фразу, какая-то, может быть, мы говорим, да, тягомотина тянется, но вот точно, вот если бы что-то такое было, то как будто это заканчивается. И знаете, это мы с вдохновением смотрим в будущее, когда нам хочется быть счастливыми, а самое главное, у нас еще и все под контролем. Нет как будто неожиданностей, возможностей, 3 жезла, если был один, а теперь их будет у вас 3 в неожиданностях. Что-то убыстряется в вашей жизни, мои дорогие близнецы. Может быть, убыстряется настолько, что нет времени скучать. Может быть, обстоятельства будут на вас влиять таким образом, что придется куда-то отправиться, или вы с вдохновением куда-то соберетесь сами, или какие-то новые предложения по работе, или, может быть, вы захотите переехать, для кого-то и так, и будете решать вопросы, связанные с недвижимостью, а у кого-то могут означать как новые должности, или желание, например, иногда по этой карте проигрывается, действительно заняться каким-то своим либо ремеслом, либо сменить работу на работу, связанную с переездами, или сменить работу на связанную, допустим, с интернет каким-то образом. И тут для вас, ну, просто клондайк, полное поле деятельности, безграничное просто. Правда, какой-то успех, он не заставит себя долго ждать. Вот какие-то возможности у каждого просто по-своему. У кого-то может проиграться и в личной жизни тоже, как начиная от переезда, так и еще, что вы там планировали для себя. Ведь личная жизнь, ну, не всегда тут нам про любовь говорят, хотя вполне вероятно, если вы со своим партнером какое-то время, предположим, были на расстоянии, значит, что-то вы можете тут планировать на будущее. А если вы человек семейный, значит, вы с семьей тоже что-то будете планировать. И словно в унисон будете мыслить. Прекрасно. Что нам будет помогать? Какое радостное событие? 6 кубков, полное взаимопонимание, искренние отношения. Связь между поколениями тоже проходит по этой карте, когда, в принципе, полный баланс, но не тот баланс, который, да, вот так немножко тянется, мы говорим. Нет, а здесь нас могут радовать дети, нас могут радовать внуки, нас могут радовать новые возможности в вашей паре, в ваших отношениях. Если мы говорим про нумерологию, 6, любая номинация карт идет как победа. А здесь кубки, здесь личной жизни, словно победа в личной жизни. Значит, какие-то вопросы, которые вот вы хотели, близнецы, для себя вот каким-то определенным образом решить. У вас точно получится, и для вас это откроет совершенно новые возможности и совершенно другое качество жизни. И положительный момент, повторюсь, что у вас все под контролем. И это вообще, конечно, здорово. Давайте посмотрим, что же нам может помешать. Ничего нам не может помешать вашей любви. Правда, какая-то личная история, наверное, до конца августа
Вопросы, как связанные, конечно, могут проходить и с подрастающим поколением, может быть, да, с детьми буквально. Но все-таки самое главное – это вы, ваша личность, ваши планы, честолюбивые планы и ваша любовь. Для кого-то из вас именно о любви нам говорят. Но это в позиции как бы помешать, но понятно, двойка кубков не может помешать. Но, может быть, мы будем слишком много думать о нашем любимом человеке, но это никоим образом не скажется для нас каким-то минусом, это точно. Давайте посмотрим, каковы три события. Ну, мечи у нас выпадают, туз мечей, хотя туз мечей это какое-то важное решение. Это мы можем окончательно с чем-то определиться. И у вас два туза, один, кстати, напротив другого. Значит, это может означать, как какая-то новость вас подталкивает и является побудительным мотивом для того, чтобы вы что-то либо начали делать, словно мы стартуем к чему-то, потому что мы можем что-то словно отсечь. И по ретро-движениям, правда, как прошлое какое-то, решив какой-то вопрос, который долгое время не мог решиться, или благодаря новым возможностям мы словно ломаем свой собственный стереотип и благодаря внутреннему инсайту все равно какое-то решение однозначное мы применяем. И это ведь у нас мечи, это тоже олицетворение воздуха, это ваша стихия. И как будто нас и радует это, и вдохновляет. А самое главное, я бы сказала, мои дорогие близнецы, вы что-то сделаете до конца августа так, как хотите вы. Вот так будет. И к этому будут предпосылки. И посмотрите, вторая у нас шестерка выпадает, и я сказала, любая 6 в любой номинации, карта победа. Если здесь у нас были кубки, а тут у нас жезлы, из одного уже 6 у нас, говорят, жезлов. Вот у вас по какой-то траектории такой геометрической, по возрастающей идут какие-то приятности, победы, возможности. Но по карте нам говорят, что мало того, что ты решишь какой-то вопрос, тебе придется удерживать как свой статус, удерживать контроль над ситуацией. Да, можно поменять где-то, чтобы наша цель не менялась или наше благополучие не менялось. Придется предусмотреть и где-то корректировать собственные планы в зависимости от обстановки. К этому нужно быть готовому. То есть вам придется где-то как брать ответственность, так и придется удерживать что-то, понимаете? Именно вы как будто главная направляющая, составляющая сила будете. Все-таки карта победителя у вас выпадает по любым вопросам, хоть в личной жизни, я могу предположить, так по вопросам заработка или дальнейших какого-то там сотрудничества в бизнесе или построения карьеры, назовите как угодно, потому что шестерка жезлов нам всегда говорит о всеобъемлющей победе. И все у нас по справедливости. Старший аркан. У кого-то могли проиграться вопросы в суде, может быть, правда. И здесь что-то выходит на финишную прямую, с чем-то вы можете уже, видеть итог, словно завершается, правда. Может быть, какие-то известия придут, новости. Как-то вы проясняете окончательно вопросы. Самое главное, мои дорогие близнецы, у вас получится словно узаконить еще что-то. И тут разные могут быть, как от заключения договора, так до каких-то соглашений. Самые разные юридические документы, которые вы можете согласовывать, составлять, подписывать, заключать, и так далее. И это вот оформление, наверное, де юре, словно я узаконил свою победу. Прекрасно, такой продуктивный для вас период до конца августа. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие близнецы.